Трамп сделал жесткое заявление. Для Ирана часы тикают, и им лучше начать действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Время имеет решающее значение. В ответ в Иране заявляют, что считают себя победителем. По их позиции, именно Иран, как сторона, одержавшая победу в противостоянии с Израилем и США, должен определять условия будущего урегулирования конфликта. Отмечается, что предложенные 10 пунктов являются красной линией для любых переговоров, как заявил председатель комиссии по внутренним делам парламента Ирана. Он подчеркнул, условия определяет страна, победившая на поле боя, а не правительство страны, потерпевшей неудачу, не достигшей своих целей и принесшей лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия. Советник лидера исламской революции по международным вопросам Али Акбар Вилаяти заявил, что вскоре Вашингтону придется с фонарем искать остатки своего авторитета в Западной Азии. Также Хасан Ахмадиян заявил, если по Ирану будет нанесен ядерный удар, Иран ответит ядерным ударом, и самый большой взрыв произойдет внутри Израиля. По его словам, сегодня уже ничего не прикрывается международным правом так, как это делали раньше. Примечательно, что на этом фоне в Иерусалиме произошли мощные взрывы на израильском заводе по производству ракет и боеприпасов. На предприятии Томер, которое занимается производством двигателей для израильских ракет Arrow, произошел мощный взрыв. Официальная версия, контролируемое и заранее запланированное испытание, вызывает все больше вопросов. Компания заявила, что испытание было проведено по плану, однако ряд деталей не сходится. При подобных контролируемых подрывах обычно заранее предупреждают общественность, но в этот раз таких уведомлений не было. Экстренные службы были подняты по тревоге сразу после взрыва, что слабо сочетается с версией о плановом мероприятии, хотя официальный Иерусалим заявляет, что речь шла о плановом и контролируемом испытании. Масштаб происшествия также больше напоминает внезапное воспламенение твердого ракетного топлива. Важно отметить, что Томер — это не обычное производство, это государственная компания, выпускающая ракетные двигатели для систем Arrow-2 и Arrow-3, которые являются ключевыми элементами израильской противоракетной обороны. Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, а Arrow-2 — для перехвата целей на средних высотах внутри атмосферы. Вместе эти системы формируют верхний уровень защиты Израиля от баллистических угроз, включая ракеты, которые потенциально может применить Иран. Без двигателей Томер производство перехватчиков Arrow невозможно, что делает этот объект критически важным элементом оборонной инфраструктуры. Особое значение имеет и момент, в который произошел взрыв. Регион остается в состоянии высокой напряженности, а риторика вокруг Ирана становится все более жесткой. В таких условиях любое происшествие на объекте, связанном с производством средств ПРО, приобретает стратегическое значение. Если речь идет о производственной аварии или ошибке при работе с ракетным топливом, последствия все равно могут быть серьезными. Подобные инциденты редки, но способны нарушить производственные сроки именно тогда, когда Израилю особенно необходимы новые перехватчики. Тем более, что подобный взрыв на объектах Томер уже происходил в 2021 году, и тогда также объяснялся как контролируемое испытание. Если же это была не авария, а диверсия, ситуация становится еще более чувствительной. Удар по такому объекту не обязательно должен быть ракетным. Иногда достаточно проникновения внутрь инфраструктуры, чтобы нарушить работу критически важной цепочки. В таком случае эффективность системы противоракетной обороны может быть ослаблена еще до начала следующей крупной эскалации. И в этом заключается ключевая проблема. Любой сценарий создает риски для Израиля. Если это авария, значит, уязвимость проявилась в критический момент. Если это диверсия, значит, по оборонной системе могли нанести скрытый удар без применения ракет. На этом фоне отдельно отмечается укрепление сотрудничества между Израилем, Грецией и Кипром.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель заявила, что отношения между Грецией и Израилем продолжают развиваться, а тесный стратегический союз с Грецией и Кипром, по ее словам, является фактором, меняющим правила игры. Об этом сообщает Иерусалим-Пост. Отметим, что стратегическое партнерство с Грецией и Кипром рассматривается как один из факторов, влияющих на баланс сил в Восточном Средиземноморье. В рамках этого сотрудничества фиксируется расширение взаимодействия в оборонной и энергетической сферах, а также углубление политического диалога между странами. В этом же контексте Армения делает ставку на углубление отношений с Грецией и Европейским Союзом, продвигая масштабную инициативу «Перекресток мира». Об этом в интервью греческой телекомпании ERT3 заявил посол Армении в Греции Тигран Мкртчян. По его словам, Армения сегодня находится на важном историческом этапе, когда отношения с Европейским Союзом достигли высокого уровня. Он отметил, что страна последовательно движется к более тесной интеграции в европейское политическое и экономическое пространство, что подтверждается как законодательными реформами, так и проведением международных форумов в Ереване. В этом процессе Греция рассматривается как один из наиболее близких и надежных партнеров Армении. Центральной темой интервью стал проект «Перекресток мира». Посол пояснил, что Армения предлагает превратить Южный Кавказ в крупный логистический узел, соединяющий север и юг, восток и запад. Проект предполагает развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, дорог, трубопроводов и линий электропередачи, которые могут связать порты Персидского залива с черноморскими портами Греции и Болгарии. По словам Мкртчяна, речь идет не только об экономической инициативе, но и о концепции безопасности, где взаимная экономическая зависимость должна снижать риски конфликтов в регионе. Говоря о двусторонней повестке, посол отдельно выделил Салоники как важный центр для развития армяно-греческих связей. Он отметил, что сотрудничество в сферах культуры, образования и обороны уже дает практические результаты. Также дипломат подчеркнул глубокие исторические и культурные связи между народами, которые служат основой для современного партнерства. Отмечается, что дипломатическая стратегия Армении направлена на постепенное преодоление региональной изоляции и формирование новой архитектуры безопасности, в которой экономическая интеграция с европейскими партнерами играет ключевую роль. Также сообщается, что начальник Генштаба Израиля Эяль Замир тайно посетил ОАЭ во время атак на Иран. По данным Walla News, в визите участвовала и американская военная делегация, сопровождавшая израильскую сторону. Отдельно отмечается роль так называемого «шиитского полумесяца», который, по оценкам ряда аналитиков, изначально формировался КСИР как инструмент влияния и сдерживания в случае масштабной войны с Израилем и Западом. Со временем эта сеть союзных и прокси-группировок стала частью региональной стратегии Ирана, включая участие в конфликтах на территории Ирака, Йемена и Ливана. На фоне нынешней напряженности отмечается усиление активности различных союзных Ирану структур. Сообщается о расширении координации между йеменскими хуситами и отдельными группами в Сомали, включая радикальные формирования, такие как Аш-Шабаб. По данным ряда источников, взаимодействие может включать обучение, передачу беспилотных технологий и обмен разведданными о морских маршрутах. В перспективе это способно повлиять на безопасность ключевых морских путей, включая район Баб-эль-Мандебского пролива, а также усилить давление на стратегические точки региона, включая Джибути. Если подобная кооперация расширится, это может привести к росту нестабильности в регионе и усилению давления на международные торговые маршруты. На этом фоне Турция, в свою очередь, продолжает укреплять связи с рядом дружественных стран, развивая сотрудничество не только через дипломатию, но и через совместные военные программы подготовки. На видео военнослужащие из Сомали и Кыргызстана, проходящие подготовку в Турции, обмениваются словами поддержки и солидарности.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Большого Ближнего Востока.